Здравствуйте, дорогие друзья! Я Любовь Щербинина, и сейчас я хочу закончить свое повествование о древнеегипетских богах и о тех функциях, которыми они обладают, и теми возможностями, которые они делятся с людьми. Начну я сегодня с древнего египетского бога Амон-Ра. На его покровительство особо могут претендовать люди, которые родились с 8 по 21 января и с 1 по 11 февраля. Это верховный древний египетский бог. И, конечно, нужно иметь высокий духовный уровень, чтобы к нему толкаться. Но в то же время он покровительствует мудрым и цельным натурам, у которых на первом месте стоит безграничный оптимизм. Зачастую это лидеры, выбирающие профессии, всецело раскрывающие их таланты. Дар убеждения, смелость, жизнерадостность, харизма – это все присутствует в тех людях, которые родились под этим богом. Это союзники адептов бога Ра. Эти люди могут быть очень хитрыми. Это еще и отличные дипломаты, хотя в любовных отношениях им трудно открыть полностью свою душу. Теперь я расскажу вам о богине Мут. На ее покровительство могут рассчитывать люди, которые родились с 22 по 31 января и с 8 по 22 сентября. Богиня Мут символизирует строгую мать и является второй по значению богини после Исиды. И рожденные в этот период люди требовательны к себе, всегда готовы помочь другим не словом, а делом. Среди них много исследователей, испытателей, которые несут в мир энергию прогресса. Характер человека, рожденного под богиней Мут, сила, здоровье. Такой человек чует любую неприятность за версту. И с ним не страшно идти в разведку. Он эмоционален, поэтому у него бывают часто перемены в настроении, способен жить в одиночестве и совершенствовать собственный мир, в который очень трудно войти другим людям. Но когда этот человек по-настоящему влюбляется, он готов свернуть горы, чтобы союз с партнером стал крепким и незыблемым. Теперь я расскажу вам о боге земли Гебе. Люди, родившиеся с 12 по 29 февраля и с 20 по 31 августа, могут стать его адептами, могут обращаться к нему и получать помощь и покровительство. Это считается символ прочного союза и единения. Покровительствует он также и растениям, и минералам. Если человек родился под этим знаком, значит он добрый и тонко чувствующий человек. В нем сильны экстрасенсорные качества. Он покровительствует особенно психологам, общественным деятелям и разным техническим специалистам. Руки этих людей волшебны. Все под ними налаживается и цветет. Любое зерно, которое эти люди бросят в землю, прорастет. Люди его впечатлительны и очень внешне привлекательны. А друзья их порой любят очень сильно. Отличным партнером для них может стать человек доверчивый и эмоциональный. Теперь я расскажу вам о боге Осирисе. Он особенно покровительствует людям, которые родились с 1 по 10 марта и с 27 ноября по 18 декабря. Это один из величайших египетских богов, бог мертвых. Он говорил с людьми об их жизни и был гарантом выживания в подземном царстве. Бог Осирис символизирует обновление.
Его подопечные – великолепные ораторы, организаторы, обладают сильной интуицией, видят других людей насквозь, и от них очень трудно что-либо скрыть, и тем более их обмануть. По характеру такой человек, как правило, любопытен, и это толкает его на новые, неожиданные эксперименты. Они каждое мгновение готовы проживать на полную катушку, абсолютно не боятся каких-либо неудач. Но для них всегда находится лазейка, которая позволит им, в случае чего, откатить назад. Тем не менее, эти люди подвержены депрессиям и еще склонны искать журавля в небе, когда синица в руках. То есть это большие мечтатели и романтики. Им очень дорога дружба, они отдаются ей полностью, и им следует думать в некоторых случаях, что им дороже, любовь или дружба. Не стоит жертвовать любовью ради дружбы. Теперь я хочу рассказать вам о боге Анубисе. Это люди, которые родились с 8 по 27 мая и с 29 июня по 13 июля, могут претендовать на покровительство его, но я бы сказала, что это слишком высокий уровень. И с этим нужно быть очень осторожным. Это кармическая суть. В древности о нем говорят, что он ожидал мертвых на входе в темное царство и возглавлял суд над душами. Это одна из владык кармы. Он покровитель сов, тех людей, которые поздно ложатся и поздно встают. А характер человека, бога Анубиса, такой сложный. Они предпочитают сумерки рассвету, одиночество шумной компании, но при этом остаются чуткими, искренними и верными людьми. То есть это такие люди немного в себе, немного философы. Такой человек несколько идеалистичен и эмоционален, поэтому он и поддается депрессии. Хотя зачастую депрессия показывает ему путь выхода из сложной ситуации. То есть она привносит ему какие-то полезные выводы. Пострадав, человек выходит обновленным. Это отличные психологи, люди, которые работают с персоналом. А основная их проблема – это трудности изменить однажды принятые решения. Поэтому родственную душу им найти достаточно сложно. Теперь я расскажу вам еще об одном древнеегипетском боге, великой сути, имя которого Сет. Люди с 28 мая по 18 июня, с 28 сентября по 2 октября родились, когда на земле особенно силен был бог Сет. Он когда-то считался символом свободы, но вообще-то это бог тьмы, беспорядка, бурь, войны. Рожденный под знаком Сета, чрезвычайно амбициозный, изобретательный, уверенный в себе и в своей правоте. Этих людей невозможно забить в пятый угол. Они нередко идут в политику и занимают высокие руководящие должности. Эти люди способны видеть знаки провидения и правильно их толковать. То есть они обладают очень мощной интуицией и даром предвидения. Это завоеватели. И считают, что препятствия им в жизни даются для того, чтобы они их преодолевали. А эгоизм работает в них как щит, который отражает все, что способно ранить их душу. Ради того, чтобы сохранить свободу, они могут временами отступать. А в любви эти люди ревнивы. Это собственники, которым следует контролировать ревность. Иначе союз
может быть разрушен. Вот так. И еще я хочу сказать о боге Ниле. Те люди, которые родились с 1 по 7 января, с 19 по 18 июня, вернее, с 18 по 19 июня, с 1 по 7 сентября и с 18 по 26 ноября, это те люди, которые родились на Земле, вот если брать современных людей, но практически без божественного покровителя, потому что Нил ныне, это великая суть космоса, он находится сейчас в другой галактике, на контакт с людьми он не выходит, люди ему не интересны. И поэтому те люди, которые родились под его знаком, могут уповать на других богов, входить в сонастройку с другими великими сутями космоса и также получать помощь и поддержку. Возможно, они могут это делать через проводника или самостоятельно, по их выбору. То есть возможности для людей все равно какие-то есть, и унывать не стоит. Вот, мои дорогие друзья, я рассказала вам о функциях древнеегипетских богов, и в следующей нашей встрече я расскажу вам о некоторых индийских древних сутях, которые могут прекрасно помогать людям. Желаю вам быть здоровыми и успешными, и до новых встреч!